Ха! Друзья, смотрите, какой у меня огромный пиратский нож. Меч, можно сказать. Всем салам с канала Каспийский берег. Друзья, сегодня готовить мы не будем. Сегодня будем говорить о главном инструменте повара. То есть о ножах. Вернее, не о ножах, а о заточке ножей. Как их правильно точить. По крайней мере, я поделюсь своим опытом и расскажу, как я затачиваю свои ножи, друзья. Так, значит, зачем я решил снять это видео? Ну, во-первых, меня просили, вот насколько я помню, 3-4 человека точно просили показать, как я точу свои ножи. Потом мне самому где-то интересно. Здесь есть такие технические моменты, а технику я всегда любил и люблю. Поэтому вот и решил снять вам такой короткий ролик. Надеюсь, будет он коротким. О том, как правильно точить ножи и еще раз и о своем опыте, как я это делаю. Друзья, чтобы избегать ошибок, нужно сначала определиться, наверное, с какими-то понятиями. Да? То есть давайте выясним для себя, что такое вообще нож, что такое вот это орудие, да? Очень древнее орудие. Вот я на этой стороне ножа, посмотрите. Сначала просто название. Давайте определимся сначала с понятиями, с названием. Значит, что это у нас такое? Это у нас макет ножа, который я не поленился и изготовил специально для вас, друзья. Макет кухонного ножа. Ну, это рукоятка, понятно. Эта часть, как у нас называется? Она называется у нас клинок. Клинок состоит из чего? Вот из верхней части, видите, я здесь написал голомень или голомень. Я точно не знаю, как правильно произносить. Голомень или голомень. Это, то есть, плоскость ножа. Это та часть ножа, где толщину он имеет на всем протяжении одинаковую. То есть он везде одинаковой толщины. Это голомень. Вот отсюда, с этого места, вот с этой линии, да, начинаются спуски ножа. То есть та часть, где вот эта плоскость, она начинает истончаться и уходит на нет. Ну, естественно, это с двух сторон, да, симметрично, зеркально. То есть спуск здесь и спуск здесь. Опять-таки, это не на всех ножах так бывает. Кстати, даже на современных кухонных ножах, в основном, вот обратите внимание, здесь нету вообще этой линии, грубо говоря, да? Потому что он начинает истончаться прямо от обуха. То есть с самого верха он постепенно сходит плоскость на нет. Кстати, забыл сказать, вот это у нас обух. Ну, это, наверное, все знают. Вот эта часть ножа, верхняя, да, кромка, так будем говорить, она называется обух. То есть есть сейчас спуски, вот как в данном случае, как вот у этого ножа, вот этого бразильского ножа Трамонтино. У него спуски начинаются прямо от обуха. То есть от обуха постепенно сходит на нет и заканчивается вот такой тонкой гранью. Значит, дальше. И забыл сказать, друзья, вот это специально красным отметил, посмотрите. Вот эта часть, самая последняя, да, то есть самая нижняя, так скажем, это уже называется часть подводы. То есть после спусков, спуск доходит до определенной части, потом идут подводы. И вот этот подвод, он уже выходит у нас вот на самую острую часть, которая называется режущая кромка. Режущая кромка. Значит, для чего я это все рассказываю, друзья? Это очень важно знать. Мы должны понимать, какую часть ножа мы точим. То есть, что мы делаем обычно вот этими самыми движениями. Что мы точим, какую часть. Спуски, или же мы точим только вот этот подвод, друзья. То есть, в действительности, нам нужно точить только вот эту вот маленькую часть ножа. Вот эту вот тоненькую. Вот этот подвод, который заканчивается уже непосредственно режущей кромкой, вот этой острой частью. Если вот так посмотреть, друзья, вот этот подвод, он имеет определенный угол. Вот этот подвод, вот эта кромка, да, то есть заканчивается кромкой, да, вот эти два подвода, они имеют определенный угол. Значит, обычно у кухонных ножей этот угол равен 20-25 градусам. Там бывают исключения, там у японских ножей говорят еще острее они бывают, там чуть ли не 10-15 градусов. Ну, в среднем вот наши все ножи, которыми мы работаем на кухне, они имеют вот такой вот угол.
20-25 градусов. Вот этот самый угол. Значит, соответственно, когда мы точим нож, друзья, если мы точим нож об какую-то плоскость, то есть вот об камень, например, мы должны держать угол половину от этого угла. То есть, если это 20-25, соответственно, у нас угол заточки непосредственный должен быть всего 10-12 градусов. 10-13 градусов. То есть, он должен, нож, лежать, вот довольно-таки создавать острый угол. Значит, в чем проблема? Очень многие люди, друзья, точат нож неправильно. Я вот покажу самые основные ошибки. Вот камень. Люди берут нож, вот для примера. Я не говорю, что это делают все, но некоторые. Значит, вот делают вот такими движениями, смотрите. Вот это абсолютно неправильная заточка ножа, это грубая ошибка. Этим самым что мы делаем, друзья? Вот этот самый угол, который я вам показал, который должен быть, вот этот самый угол, который к грани идет, да, то есть грань у нас должна быть очень-очень острая, да, то есть фактически там толщина, я не знаю, микроны какие-то. Вот этим самым движением, когда мы делаем вот так, вот еще раз покажу, мы что делаем? Мы эту грань скругляем. То есть вот так мы ее наоборот скругляем. Мы ее не заостряем, а скругляем. Поэтому движения должны быть зафиксированные, как вам сказать. То есть нож вот в горизонтальной плоскости мы не должны менять угол. Вот не водить его так ни в коем случае. А вот зафиксировали, вот, например, вот, ну, примерно, опять-таки, все делается примерно. Вот выбрали вы 10 градусов, да, как вам кажется, 10-12 градусов. И вот так точим нож. Посмотрите, как я это делаю. Кстати, вот лучше всего камень еще мочить. Камень я намочу сейчас. И тряпочку, на которую мы укладываем камень, тоже можно намочить. Во-первых, меньше будет скользить, и потом камень как бы дольше будет мокрым оставаться, да, так скажем. Вот так, друзья. Как я только что вам показал. Фиксируем. Нам обязательно нужен фиксированный угол. Фиксированный. Ни в коем случае нож в горизонтальной плоскости вот так не водить. То есть угол должен быть один. Твердо держим в руке. И вот так, смотрите. От себя точим. Не так, многие так точат нож, да? Некоторые вообще вот так, как я показывал. Это ни в коем случае эти движения нельзя повторять, друзья. Мы наоборот, эту самую кромку, мы ее закругляем. Вот. От себя вот такими движениями. Ну и в другую сторону, да. Только так. Остроту можно проверять на ногте. То есть он должен цепляться. Не соскальзывать, а цепляться. Ну и классический способ просто порезать лист бумаги. Сейчас мы это тоже с вами сделаем. Значит, друзья, далеко не все могут удерживать нож в одной плоскости, то есть чтобы угол заточки был фиксированный. Для этого нужно обладать опытом. Есть, конечно, профессионалы, которые точат нож вручную, без всяких приспособлений, идеально. Но опять-таки, повторюсь, для этого нужен опыт. А для людей, которыми не обладают такими навыками, в принципе, как и я, как говорится, специально этим никогда не занимался, да, то есть постольку-поскольку. Лучше всего, друзья, или приобрести, сейчас они продаются, или же самому изготовить. Сейчас я вам скажу, что. Вот такое приспособление.
Посмотрите. На старый трамвай похож. Ну, это я так сделал в такой форме, да. Вот такая форма. Я ее сам сделал. Уже она у меня года 3. Вот как я стал заниматься как я стал заниматься готовкой. Я вот это себе изготовил. И ножи в основном точу на ней. Когда нахожу время, когда охота бывает, я ее использую. Смотрите, как она используется, друзья. И для чего она нужна. Значит, берем вот эту самую заточный станок. Закрепляем на край стола. Такой обычной струбциной. Все, затянули, она уже никуда у нас не денется. Теперь, друзья, фиксируем нож, то есть клинок. Значит, кладем его сюда. Нож, вот так. И, друзья, засягиваем. Вот у меня здесь такой шестигранник подготовленный. Вот эта пластина сверху металлическая, она прижимает, придавливает клинок вот к этой поверхности деревянной. Затянуть надо хорошо, чтобы он не двигался. Вот этим мы регулируем угол. То есть чем больше выкручиваем вот этот шарнир, видите, здесь у меня такой шарнир. Чем больше выкручиваем, тем больше угол у нас становится тупее. Чем больше закручиваем, то есть угол у нас от этого становится более острый. Друзья, теперь вставляем камень. Видите, у меня камень в таком зажиме, как бы с рукояткой. А это направляющая. Вставляем сюда камень. То есть у нас уже клинок зафиксирован здесь, зажат сильно. И для чего этот станок нам нужен, вы уже, наверное, догадываетесь. Вот этим самым мы фиксируем угол. То есть у нас угол уже постоянный. Уже просто физически невозможно сделать какие-то горизонтальные, вертикальные движения клинка. То есть он у нас зажат. И вот так, друзья, камушком начинаем ходить. Так, поменяем сторону. Кстати, бывают еще ножи с односторонней заточкой. Я никогда ими не пользовался. Но говорят, они в чем-то, у них есть преимущество. Если кто пользовался, друзья, или пользуется, я прошу вас отписаться, потому что мне самому эта тема очень интересна. Как мне кажется, вот в случае с тонкой нарезкой, вот что-то мы, допустим, нарезаем, именно что-то нужно тонким этим, да, там, или лук кольцами, или еще что-то. Они, мне кажется, даже удобнее, вот эти ножи с односторонней заточкой, как бы не уходят они. Если кто пользовался, скажите, пожалуйста. Так, затянул с этой стороны теперь. И то же самое, друзья, повторяем с другой стороны ножа. Сейчас мы проверим, как он заточился. Сейчас возьмем бумагу. То есть пока не идеально, я не такой прям
профессионал-заточник ножей. Но вот до такого состояния, друзья, если вы наточите нож для лука и для других продуктов, этого вполне достаточно. Да, можно было посидеть еще чуть-чуть, постараться сделать вообще идеально. Но это уже слишком длинное видео получится, друзья. Вот таким вот образом я точу свои ножи. Еще раз повторюсь, как бы подытожим, да, то, что я сказал. Значит, точим двумя способами. Если у вас нет времени, вам неохота связываться вот с этим приспособлением для заточки ножей, ну хотя я всем советую. Сейчас полно. На всех этих маркетплейсах, будь то Озон, там, не знаю, eBay и так далее, везде они продаются, везде они есть. Но если вы с этим не хотите связываться, друзья, точим вот так, по старинке, как точили наши бабушки и дедушки, но не допускаем ошибок. Фиксированный угол, самое главное, друзья, фиксированный. То есть вот так плоскость ножа мы не вводим ни в коем случае. Вот так мы не делаем ни в коем случае. И точим от себя. Вот, фиксированный угол. Все, наука несложная, но вот соблюдать эти моменты обязательно нужно, чтобы вы с успехом могли заточить свой кухонный нож. Вот эти моменты нужно обязательно соблюдать. Все, друзья, спасибо вам за просмотр, спасибо, что выслушали. Дай Бог, что у вас на кухне всегда были острые ножи. Спасибо большое, до свидания.